Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы, друзья, подводим итоги прошедшего 2025 года. И, конечно же, будем говорить о целой Украине, то, что произошло с жилой недвижимостью. Подумайте только, целая Украина, куда, в общем-то, входят 24 области и крупные областные города-центры, естественно. Поговорим, используя статистические данные, посмотрим, что произошло в краткосрочной перспективе, то есть колебательные процессы, ноябрь с декабрем сравним. И также в конце видео подведем итоги, и вы увидите тенденции, что произошло с жилой недвижимостью на протяжении одного года по целой Украине. То есть это огромный массив данных. Постараюсь за полчаса вам рассказать. Ну и, конечно же, в конце о прогнозах попробуем вместе с вами предположить, что будет с недвижимостью уже в наступившем 2026 году. Сделаем краткосрочный прогноз до марта месяца 2026 года. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Постараемся совместно с вами, так сказать, проследить процессы с помощью статистических данных, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, перед вами, друзья, карта Украины в разрезе областей. Вы также знаете, кто давно смотрит меня, что Украина разделена по территориальным признакам, то есть это территориальные экономические зоны. Когда еще Украина была будущей республикой, советские ученые, естественно, для того, чтобы можно было вот эти отслеживать лучше все процессы в экономике, разделили Украину на 5 территориально-экономических зон. Собственно говоря, это сейчас и присутствует. Это центральная часть Украины. Давайте пройдемся по ней. Куда входит? Мы будем говорить об вообще пока город и область, да, естественно, город Киев и Киевская область, Черкассы, Черкасская область, Крапивницкий, Крапивницкая область и Житомир, Житомирская область, также город Винница, Винницкая область. Вот это у нас, друзья, центральная часть Украины или центральный регион. Также западный регион, ну давайте, наверное, по карте лучше будем идти по карте, по цифрам, и я буду комментировать. Значит. Начнем с того, что вы видите, вот здесь у нас есть легенда карты, период сравнения декабрь 2024 с декабрем 2025 года. Будем говорить о вторичном рынке социальное жилье, друзья. Давайте еще раз напомню, потому что самый часто задаваемый мне вопрос, что такое социальное жилье. Друзья, социальное жилье – это недвижимость, которая была построена, или здания, сооружения, в которых находятся квартиры, во времена Советского Союза. Всего на территории Украины в структуре жилого фонда 85% это тот фонд, который, я называю социальное жилье, то есть это не случайное название, дефиниция. Объясню, почему социальное. Потому что во времена Советского Союза не было прав на частную собственность. Только в 1991 году, когда Украина стала самостоятельным государством, Верховный Совет принял закон о частной собственности. И тогда появился рынок недвижимости. То есть началось все именно с этого социального жилья. Так вот, всего лишь 85% в структуре это старое жилье. То есть это огромный массив квартир. И кто-то мне там пишет, наверное, из молодых людей, что вы нам тут рассказываете про какие-то трущобы. В них живут одни нищеброды. Ну, я не знаю, когда вы успели вот этой пыкатости набраться, да, и дуть щеки, и губы, там, время же оно все показывает и ставит по своим местам. Хмарочосы 24-этажные, где ни канализации, ни света, ни воды, а в хрущевках и водичка есть, да, и газ еще есть. То есть как-то вы, если не понимаете, что 85% киевлян
и не только киевлян, а украинцев, живут именно в этом старом советском фонде, то тогда как бы помолчите лучше. Итак, рассказал, что такое социальное жилье. Почему? Потому что сейчас говорим о социальном жилье. Итак, центральный регион, куда входят 5 крупных областей и городов, показал, друзья, рост плюс 4,12% за год. Не бросайте, пожалуйста, в меня ни помидоры, ни испорченные там, так сказать, какие-то овощи, да. Почему? Потому что это нереально, как бы, с одной стороны, война, города без света, без воды, без тепла, а стоимость растет. При всем при этом, кто меня смотрит давно, я в прошлом году говорил, что 2025 год будет сложным годом для Украины, и мы будем видеть снижение в целом годовом измерении порядка 10%. Представляете, насколько я ошибся? Кардинально, диаметрально противоположная цифра. 5% рост в центральном регионе. Индекс, единичка, индекс недвижимости, запятая 0,41. То есть вот такая вот, друзья, история с прогнозами, да, с чем это связано. Вот есть у меня предположение, конечно, да, но точно не связано с внутренними показателями, которые характеризуют развитие экономики. Вот с экономикой, друзья, в Украине, как помните, доктор говорил, что пациент скорее мертвый, чем живой. Так и экономика в Украине скорее мертва, чем жива. А рынок недвижимости с какого-то перепугу показывает нам в центральном регионе рост 4,12%. Переходим к западному региону. В западный регион входит 8 крупных областных городов-центров. Луцк, Ровно, город Хмельницкий, город Тернополь, город Черновцы, город Ивано-Франковск, город Ужгород и город Львов. Итак, друзья, мы видим, что западный регион показал рост в годовом измерении 8,59%, то есть является лидером по росту стоимости квадратного метра. Индекс рынка недвижимости положительный, естественно, единичка, запятая 0,86. Следующий регион, Причерноморский регион. Город Одесса, город Николаев, город Херсон. Ну, по Херсону я не даю информацию, почему там практически нет, друзья, рынка недвижимости. Понятно, люди там пытаются что-то продавать, но если в Николаеве никто не хочет покупать в Одессе, то в городе Херсоне точно желающих уже приобретать, ну, совершенно, так сказать, отсутствуют покупатели. Итак, мы видим, что Причерноморский регион также с какого-то перепугу показал рост 1,59% в течение года. Индекс положительный, единичка 0,16. Переходим к следующему региону. Это северо-восточный регион, куда входят 4 крупных областей и города областных центров. Город Харьков, город Полтава, город Сумы, город Чернигов. Не падайте со стула, друзья, но даже здесь мы видим в годовом измерении рост 1,84%. Но это безумно, друзья. Вот я вам честно говорю, я как бы отслеживаю статистику, у меня нет смысла врать вам или рассказывать что-то. Но вот эти цифры, которые я вам показываю, они действительно есть. То есть это рынок по предложениям. Хотя кто покупает эту недвижимость? Вопрос, да, в феврале будет очередной, так сказать, да, в феврале дает нам служба статистики информацию, сколько было транзакций по территории Украины. Я вам запишу видео и скажу, я предполагаю, что там количество, так сказать, купленной недвижимости, в общем-то, гораздо и гораздо ниже, чем вот в этом прошедшем, так сказать, вернее, в прошедшем 2024 году. То есть там динамика по активности все снижается и снижается, а стоимость растет и растет, и этому объяснения по большому счету нет. То есть Причерноморский регион показал рост 1,5% в годовом измерении. Мы говорили о северо-восточном регионе, он показал рост на 1,84% также в годовом измерении. Ну и Донецкий Приднепровский регион не показал нам роста стоимости, как и не показал снижение стоимости. Тут, в общем-то, сравнивая декабрь месяц 2024 года, стоимость квадратного метра осталась такая же, как и
в декабре 2025 года. Или наоборот, в декабре 2025 года стоимость осталась такая же, как в декабре 2024 года. Итак, мы сводные данные с вами рассмотрели, крупно по всему быстро прошлись массиву данных по всем областям. Теперь более декомпозированно, друзья, будем, в общем-то, с вами что будем разбираться, где самое дорогое жилье. Ну, в городе Киеве, опять же, по регионам будем говорить. Центральный регион, куда входит город Киев, Винница, Житомир, Черкассы, Кропивницкий, мы видим, что самое дорогое жилье в городе Киеве. Да? Следующий у нас идет город Винница, потом у нас город Черкассы, $592 за квадратный метр, и город Кропивницкий, самое, так сказать, недорогое бюджетное жилье на $526 за квадратный метр. Западный регион: Львов, Черновцы, Ровно, Ужгород, Тернополь, Луцк, Хмельницкий, Ивано-Франковск. Самая дорогая недвижимость, естественно, в городе Львове. Ну, вы можете посмотреть, $1114, вот здесь это по курсу Национального банка в гривне. Дальше, друзья, видим, что если ранжировку сделаем с вами, Черновцы на втором месте, $801 за квадратный метр. Следующее, третье место занимает у нас город Ровно, $793 за квадратный метр. Дальше мы видим город Луцк, $784 за квадратный метр. Следующий идет город Ужгород, $758 за квадратный метр. Ну и уже, так сказать, замыкающий город Тернополь, $769 за квадратный метр. Да? И что там, Хмельницкий и Ивано-Франковск. Ивано-Франковск $731 за квадратный метр, город Хмельницкий $720 за квадратный метр. Приходим к Причерноморскому региону, куда входит город Одесса, Николаев, Херсон. Информация только по Одессе и городу Николаеве. $733 за квадратный метр, это город Одесса. Николаев $482 за квадратный метр. Ну и северо-восточный регион. Обратите внимание, друзья, Харьков, Полтава, Чернигов, Сумы за многие, так сказать, ну, больше 10 лет, наверное, я занимаюсь исследованием рынка недвижимости, причем профессионально. Мне платят за это деньги. Город Полтава и город Харьков сравнялись в стоимости квадратного метра. Город Харьков, видим, 584, Полтава 582. Никогда такого не было. Как минимум на $100 стоимость квадратного метра данного класса жилья в Полтаве было меньше. То есть это говорит о том, что в городе Харькове с начала войны достаточно сильно снизилась стоимость квадратного метра. Мы сейчас говорим о том, что, ну, я показываю в своих видео с начала войны по каждому городу, что происходит. И там с начала войны по всей Украине стоимость квадратного метра снижается. А вот 2025 год, который прошел, да, он показал незначительный рост практически по всем городам Украины стоимости. Сейчас мы говорим именно об 2025 году. Итак, город Чернигов у нас на третьем месте, $488 за квадратный метр, и Суммы $453 за квадратный метр. Переходим к последнему, пятому региону, это Донецко-Приднепровский регион, город Днепр и город Запорожье. Город Днепр, мы видим, $552 за квадратный метр, и город Запорожье $428 за квадратный метр. Теперь, друзья, самый такой интересный слайд. Мы уже будем сравнивать, что произошло в декабре 2025 года. То есть это называется тенденции, да, с декабрем 2024 года. Также пройдемся в целом по всей Украине, по регионам. Начнем с центрального региона. Киев, Винница, Житомир, Черкассы, Кропивницкий. Друзья, ну вот давайте вот смотрите, что происходит. Наибольше всего подорожало. Не падайте со стула, не бросайте в меня помидоры испорченные. Показываю цифры, да. Хотя говорил совершенно о другом, что стоимость будет снижаться. И потом, когда о прогнозах будем говорить, я все-таки утверждаю, что стоимость будет в этом году снижаться. Итак, на первом месте по росту стоимости за квадратный метр город Черкассы. За год стоимость выросла на 6,86% данного класса жилья. Напомню, это социальное жилье.
Дальше идет у нас город Крапивницкий. Ну, здесь неудивительно, они самые такие бюджетные города, да, недорогая недвижимость. Здесь на 4,99%, на 5% подорожала недвижимость в годовом измерении. Следующий город Винница идет. Подорожала недвижимость на 4,98%, ну на 5% можем, да, сказать смело. Город Житомир подорожал на 2,61%. И замыкающий город Киев, ну неудивительно, здесь самая дорогая недвижимость, всего лишь подорожала недвижимость на 2,5% в годовом измерении. Дальше, друзья, да, по поводу Киева. Вот представляете, ну, расскажу вам грустную историю. Я как бы уже 3 месяца как не живу в Украине, но у меня там мама осталась, понятно, что родственники, и каждый день, в общем-то, общаемся. И вот город Киев на сегодняшний день это город, который превращается вот эти в каменные джунгли, как я люблю говорить, да, ну, в буквальном смысле этого слова, когда нет ни воды, ни тепла и морозы на улице, то, понятно, и света же нет, электричества нет, то выживать приходится, ну, просто в крайне таких суровых условиях, особенно тяжело пожилым людям. И вот, знаете, друзья, я просто расскажу вам такая грустная история, наверное. Война началась в 2022 году, в феврале месяце. И вот февраль, это 24 февраля было, в марте в Киеве практически не было людей. Ну, все вот эти патриоты, горлопаны, они, понятно, что все чекурнули подальше туда. Но границы уже были закрыты. Я бы тоже уехал, если честно, но я и тогда был еще в возрасте, которых мужчин не выпускали за границу. Поэтому я остался в Киеве. Ездил, так сказать, от одного блокпоста до другого. Почему? Потому что, ну, с моей, так сказать, рязанской рожи меня останавливали везде и спрашивали документы. А когда видели, что я еще родился в России, то, ну, в общем, дело труба. Хорошо, хоть не это самое, никто не расстрелял, да, без, как оно называется, суда и следствия. Я говорю о том, что в Киеве не было людей, вообще слова. И вот где-то только не было, кстати, света, не было этого, транспорт не ходил, метро ходило там раз там в 4 часа, то есть, ну, коллапс полностью был. И вот когда, потому что русские войска стояли, Бровары это 20 километров от города Киева. Ну, в Киеве канонады там с утра до вечера были слышно было. И вот когда, значит, отошли войска Российской Федерации, это уже был, наверное, лето, первый месяц, июнь, наверное, да, и люди стали возвращаться в Киев, естественно. В Киеве появилось очень много людей, очень много машин. И вы знаете, что первое сделал мэр вот этот, который, я до сих пор не могу разобраться, то ли он на полставки мэром работает, то ли боксером, ну что-то такое, ну кто знает, напишите мне. И, значит, первое, что он сделал, исходя из того, что зима, электричества не было, да, понятно, что аварийное отключение, вместо того, чтобы позаботиться об энергетике, о защите энергетики, о покупке, там, возможно, каких-то генераторов, этот товарищ, который по совместительству работает боксером, значит, я так предполагаю, купил достаточно много машин, которые вот эти эвакуаторы. У меня офис на Подоле, да, и окна а Подол такие узкие улицы, и окна, значит, выходят на улицу, я вижу. И вот эти черти полосатые, вот сейчас как эти ТЦКшники воруют людей, да, это буквально июль месяц, и только вот это вроде бы успокоилось, да, в Киеве, люди стали приезжать. Вот эти черти, этих приезжают на эвакуаторе, грузят машину и увозят. И это настолько быстро они отработали это. В общем, ну вот у меня у всех знакомых ни по разу, ни по два эти машины, короче, забирали вот эти. А потом ты приходишь, там надо заплатить большую сумму денег за то, что ты не в положенном месте парковался. То есть вот уровень понимания проблемы, чтобы вы просто услышали меня. И вместо того, чтобы заняться энергетикой, они начали что? Обелечивать людей, которые вернулись в город Киев.
Вот весь уровень понимания проблематики. Ну ладно, переходим от города Киева. Извините, почему-то я вспомнил город Киев, потому что, скорее всего, зима-то она закончится, а следующая зима будет еще хуже. И что-то очень, мне кажется, подобное будет происходить летом, когда народ, который сейчас там, Кличко же говорит, 600 тысяч уехало, да, когда вернется, да, я думаю, что они опять начнут обелечивать людей, там, машины, воровать их этими, увозить эвакуаторами, да, потому что не в том месте ты запарковался, хотя при всем при этом, вот я живу в городе Киеве, наверное, лет 30 жил, да, ну, законопослушный человек, если есть парковка, я всегда заплачу лучше, там 50 гривен, но поставлю машину там, где можно поставить. Но нет уже этих парковок в городе Киеве. Одни только вот этих хмарочесы, человейники по 24 этажа, да, и как хочешь, так и, так сказать, машину, куда хочешь, туда и девать. Ну ладно, это я так отвлекся, друзья, извините. Ну так, чтобы не сильно скучно было, потому что цифры, чтобы не заснули. Давайте, город Львов, то есть мы говорим о западной части Украины, да. И больше всего подорожала недвижимость в городе Ивано-Франковске на 10,26%. Следующий, видим, ранжировку также делаю. Город Луцк на 9,80% годовом измерении подорожала недвижимость. Дальше мы видим, что это у нас город Хмельницкий на 9,26%. Это в годовом измерении подорожала недвижимость, еще раз повторяюсь. Потом идет у нас город Ужгород, также на 9,54% подорожала недвижимость данного класса. Город Тернополь на 9,39% подорожала недвижимость. Ну и город Черновцы на 8,10% видим рост стоимости в годовом измерении. Город Ровно на 7,60% и на 6% подорожало в городе Львове. Но город Львов мы уже с вами проговаривали, это самая дорогая недвижимость в западной части Украины. А все остальные видим практически одинаковая стоимость. Переходим к Причерноморскому региону. На город Одесса подорожала на 4,27%. Безумие, бред, выносят всю инфраструктуру припортовую, да. Также ни воды, ни света, а стоимость растет. Ну, друзья, не знаю, мир сошел с ума. Ну, по крайней мере, цифры нам показывают это безумие. То есть на 4,5% в Одессе стоимость увеличилась за год. Выросла. Город Николаев ведет себя адекватно. В годовом измерении снижение на 2,23%. Дальше, друзья, видим северо-восточную часть Украины. Город Харьков. С какого-то перепугу подорожала недвижимость данного класса на 3,73%. Он является лидером по росту стоимости. Подумайте только, где фронт ведь проходит, где Харьков, да, там, по-моему, со ствольной артиллерии уже достают, а стоимость растет. Дальше мы видим, что город Чернигов показывает нам рост почти 3%. Город Полтава рост плюс 2,28%. Ну и ведет себя адекватно город Сумы, снижение в годовом измерении 2,16%. То есть, ну, это совсем приграничный регион. То есть вы знаете карту, я вам показывал часто. То есть это, ну, непосредственно там просто. И идет же активные боевые действия в Сумской области, как и в Харьковской. Но в Сумской показывает рынок снижения, а Харьковская пока рост. Ну и Донецко-Приднепровский регион, город Днепр, 2,79% рост за год. А город Запорожье показывает снижение минус 3,39% в годовом измерении. Друзья, давайте вот я так на эту карту сейчас переведу, и мы с вами попробуем поговорить о все-таки прогнозах. Напомню вам, что я применяю в прогнозах метод многофакторного анализа, то есть на рынок недвижимости влияют внешние факторы. Внешние факторы – это война, понятно, да? Возможно, там какие-то заявления Дональда Федоровича, который войну никак не может остановить, хотя говорил, что в Украине остановит за один день. Может быть, еще что-то. А вот внутренние, так сказать, факторы, которые влияют, это как раз состояние экономики, которое вы можете сами это отследить. По каждой области есть внутренний валовый региональный продукт.
Он в виде цифр, индексов показывает, если вы будете сравнивать довоенный внутренний валовый оригинальный продукт с сегодняшним, 2025 год, ну за 2025 нет, за 2024 есть данные, вы увидите, что все там идет в минус, минус, минус. Все вот эти показатели, они, ну, как я говорил, что пациент скорее мертвый, чем живой. А рынок недвижимости является, друзья, составной частью экономики или сегментом экономики. И все, что происходит с экономикой, происходит и на рынке недвижимости. Он не может работать в противофазе. Хотя мы видим, 2025 год отличился тем, что рост стоимости практически по всем регионам, не практически, а по всем регионам выросло где-то на 3%, где-то на 2%, где-то чуть больше. Друзья, примерно такая же ситуация была в 2023 году. 2022 год, я говорил, война началась, а 2023 год, второй год войны, с какого-то перепуга, как я говорю, стоимость квадратного метра практически по всей Украине, а не только по жилой недвижимости, и коммерчески стала расти. Вот мне тогда еще, у меня много знакомых, много контрагентов, которые в банках, я обслуживаю финансовые учреждения, писали и спрашивали: Андрей, что за фигня происходит? Откуда этот рост? Ну, они ж, экономисты, понимают тоже, видят всю внутреннюю, так сказать, вот эту кухню, да, всю эту экономику, которая в разрушенном состоянии. А рынок недвижимости показывает рост. И вот примерно то же самое мы наблюдаем в 2020 или наблюдали в 2025 году. Незначительный, но все-таки динамика роста по всей Украине. А теперь давайте о прогнозах. Исходя из того, что внешние факторы продолжаются нависать такой темной тучей, да, назовем это так, в виде боевых действий, и все больше и больше регионов втягивается украинских, то есть мы знаем, что Харьковская область, боевые действия идут, Сумская область идут боевые действия. Я говорил про Черниговскую область, я прожил достаточно много, порядка 10 лет в Славутиче, хорошо знаю этот регион. И ну, просто вот оно напрашивается, что в этом году, друзья, может быть, к концу года будет здесь однозначно открыт очередной фронт, там Северная армия формируется, то есть, ну, беда бедой, причем город Чернигов и Черниговская область — это такой выступ в сторону Брянской области, отсюда запускают беспилотники, то есть вот эта буферная зона, она будет здесь также, в Черниговской области, я просто не сомневаюсь, хотя я не военный эксперт, сразу же говорю. Ну, напишите по этому поводу, у кого какие соображения. То есть мы видим, что все больше и больше регионов втягивается в боевые действия. Запорожье, то бедное, уже тоже обстреливают из ствольной артиллерии, говорят, там 10 километров осталось. Следующий Днепр, город Херсон, понятно, что в ужасном состоянии, разрушенный жилой фонд, ну не практически весь, но разрушения большие. Тут же Николаевская область. Ну, в общем, фронт двигается, к сожалению, куда? На запад. Не на восток, а на запад. Поэтому, друзья, я предполагаю, исходя из внешних факторов, проговорили, да, а внутренние факторы и показатели, которые характеризуют развитие экономики, как я говорил, они тоже в плачевном состоянии. Поэтому вот это все даст нам, ну вот просто не сомневаясь, снижение стоимости квадратного метра. Уж извините, что в 2025 году, как она называется, используя ту же самую методологию, ну, я не могу по времени просто, там факторы, которые внешние, они влияют, я их не могу просто не знать, не учитывать. Внутренние, да, могу, а внешние как раз и играют на сегодняшний день большую роль в прогнозах. Поэтому я все-таки, друзья, предполагаю, что будет снижаться стоимость квадратного метра. Давайте вот так пройдемся. По центральному региону пока мы видим рост 4%. Сравнивая март месяц 2026 года с мартом 2025 года, у нас здесь останется рост плюс 1%. Я думаю, что по 1% после вот этой холодной зимы люди отрезвеют как-то. Ну, во-первых, же продаж нет, да, ну, можно бесконечно долго фантазировать, что растет стоимость твоей недвижимости, но если ее никто не покупает, то ну, фантазируй дальше. Итак, фиксируем цифры. Плюс 1% будет, сравнивая март месяц 2026 года с 2024 годом по центральному региону.
По западному региону, я так думаю, что снижение будет, но меньшими темпами, не по проценту в месяц, меньше, полпроцента. Но в районе, в любом случае, мы где-то 6% увидим в данном случае, сравнивая март 2026 года с мартом 2025 года, где-то будет всего лишь рост 6%. То есть в месяц по полпроцента мы будем видеть, так сказать, не спадающую динамику снижения стоимости квадратного метра. Причерноморский регион. Друзья, ну, практически не сомневаюсь, что здесь мы увидим где-то минус 1,5% снижения в целом по Причерноморскому региону. То есть, ну, в данном случае там город Одесса дорожает, да, город Николаев показывает отрицательную динамику. То есть где-то в месяц по 1% мы будем видеть снижение. Северо-восточная часть Украины, я тоже думаю, что где-то минус 1,5% будет. То есть в месяц по 1% мы будем видеть снижение стоимости квадратного метра. Ну и Донецко-Приднепровский регион, где-то минус 3% за первый квартал, сравнивая март 2026 года с мартом 2025 года, мы будем видеть снижение минус 3%. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости, вам необходимо что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки, пишите мне, вопросы какие-то задавайте. Я с удовольствием адекватным людям отвечу. Сильно не ругайтесь на меня. Я еще раз не могу, так сказать, предугадать то, что не в моей, так сказать, возможности. У меня нет всего спектра внешних факторов, которые влияют на состояние рынка недвижимости. Но так или иначе, еще раз говорю, я стараюсь быть, как оно называется, полезным. И все мои, так сказать, отчеты, все мои исследования станут для вас как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости, или же что компасом. Хотя мне чаще пишут с Одессы, я об этом люблю вспоминать, что Андрей, твой компас сломался. Нет, друзья, компас-то как раз не сломался, показывать. Вот с прогнозами немного, да, как-то так промахнулся. Но я адекватный человек, я еще раз говорю, мы предполагаем, а Всевышний располагает. Да, итак, друзья, пришло время прощаться. До встречи в следующих моих видеороликах.